Сегодняшнее видео называется «Топ известных личностей сыроедов и веганов». Друзья, всем привет! Спортсмены, актеры, певцы, модели. Среди каждой группы с годами находится все больше людей, которые выбирают правильное питание, встают на сторону вегетарианства, веганства и сыроедения. Итак, давайте же узнаем своих героев в лицо. Открывает наш топ самый главный сыроед Голливуда, как мне кажется, Анджелина Джоли. Считается, что именно она подсадила коллег по цеху на эту методику питания, так сказать. Актриса уверена, что именно сырые продукты – это залог ее красоты и успеха. Поехали дальше. Георг Гаккеншмидт, наш соотечественник, родился в 1878 году и был всемирно известным спортсменом-тяжелоатлетом. Он работал со штангой и занимался борьбой. Георг употреблял исключительно живую необработанную пищу, и его меню составляли орехи, фрукты и овощи. При таком, как бы вы сказали, скудном питании бицепс его составлял аж 45 сантиметров, и ему удалось установить новый рекорд в поднятии одной рукой веса чуть больше 106 килограмм. Впечатляет, не правда ли? Вы еще все думаете, что сыроедение и бодибилдинг несовместимы? Тогда посмотрите на Георга, и у вас язык не повернется повторить это вслух. Георг, благодаря сырой растительной пище, достиг прекрасных результатов и получил всемирно известную кличку «Русский лев». К слову, его жизнь оборвалась на 91-м году жизни, что для тяжелоатлета это просто невероятно. Следующий гость нашего топа – это голливудская актриса Деми Мур. Она одна из первых обратилась к сыроедению, и на данный момент ее стаж в этом деле уже более 8 лет. Актриса утверждает, что она не страдает без привычных блюд, она с удовольствием делится рецептом своего фирменного томатного коктейля, а конфеты заменяет замороженным вишневым соком. Может, секрет ее вечной молодости именно в сыроедении? Мало кому известно, что Стив Джобс стал сыроедом еще в молодости. Тогда он отдавал предпочтение фруктам, особенно яблокам сорта Макинтош, в честь которых он назвал компьютер. Впоследствии Джобс перешел к полноценной диете, и однажды на Хэллоуин, будучи убежденным сыроедом, он дал пришедшим детям бутылочки, наполненные морковным соком, вместо традиционных сладостей. Вероятно, местные детишки были очень удивлены таким лакомством. От вегетарианства к сыроедению тоже перешел один из наиболее известных музыкантов, которого зовут Стинг. Сейчас его рацион состоит из разнообразной, но сырой пищи. Певец настолько любит блюдо под названием «ломтики сырого сладкого картофеля с пастой из орехов макадамия», что заказывает его в Seed Life Cuisine Delivery в Лос-Анджелесе для своих друзей. Из Америки в Англию доставка ужина осуществляется, представьте себе, на личном самолете Стинга. За сегодня это самая крутая доставка еды, о которой я слышал. Вот бы каждому из нас по личному самолету, и чтобы быстро доставать любимые сыроедческие заграничные блюда. Итак, доктор Дуглас Грэм. В молодости Дуглас был гимнастом, а после стал тренером. Проблемы со здоровьем мешали его любимому делу. И именно поэтому он принял решение перейти на сыроедение. Результат не заставил себя ждать, и Грэм избавился от всех недугов. Уже много лет Дуглас Грэм преподает фруктоедение и делится своими знаниями. Кстати, доктор Грэм несколько лет был личным диетологом Деми Мур, о которой я рассказывал вам ранее. Также внимание заслуживает двукратный олимпийский чемпион игр в Сочи, серебряный призер 2006 года, бронзовый призер 2010 года, чемпион мира в 2011 году Алексей Воевода. Спортсмен говорит, что достичь таких результатов ему помог именно отказ от мяса и молочных продуктов. Спортсмен лично утверждает: «Я пробовал все. Сидел на мясе, и на молочном, и на белковых коктейлях. Это все не то. Белок, за которым так гонятся спортсмены, на самом деле работает против них. Белок вызывает процессы гниения в организме. Это аксиома. Продукты разложения белка, мочевина, аммиак, фенол, токсичные газы. Это никому не нужно.
Чемпионом он стал, когда перешел на веганство и почти стопроцентное сыроедение. Моя сестра много лет не могла забеременеть, посоветовал свой образ питания, уже через несколько месяцев ей все удалось. Джаред Лето также решил, что нужно попробовать сыроедение. Певец признается, что с момента старта эксперимента он постоянно что-то жует, словно голодный кролик. Поначалу очень сложно привыкнуть есть старую еду, все же годы привычки берут свое. Главное пережить первые пару недель, потом привыкаешь, пишет Лето. Эрин Маумбрей, фитнес-модель, спортивный тренер, пишет: перейдя на сыроедение, мое самочувствие моментально улучшилось. Тренироваться стало легко, и главное, мои спортивные показатели начали стремительно расти. И мы ей верим. Натали Портман стала сыроедом из-за книги. Знаменитость после того, как прочитала книгу «Поедание животных» Джонатана Сафрана Фойера, решила стать сыроедом. К тому же она решила последовать примеру вышеупомянутой Деми Мур. Правда, придерживалась Натали такой системы питания лишь до того момента, когда узнала, что беременна. Тогда она решила стать вегетарианкой. Она боялась, что малыш в ее утробе недополучит необходимые питательные вещества просто-напросто. Но вероятно, что после того, как Портман станет мамой, она вновь перейдет к поеданию сырых продуктов. Бизнесмен Вуди Харрельсон также является сыроедом. Актер стал вегетарианцем в 24 года, и выбрать такой путь его убедила знакомая. И, как утверждает Вуди, ему удалось таким образом укрепить здоровье. Чуть позже он стал сыроедом. Большинство продуктов, присутствующих в его рационе, выращены на экологической ферме в одном из гавайских островов Мауи. И в меню актера присутствуют овощи, орехи и фрукты. К тому же Харрельсон – совладелец веганского ресторана и заведует первым в мире органическим пивным садом. Вуди отлично устроился. Под боком экологическая ферма, веганский ресторан и пивной сад. Это мечта многих из нас. Борец за права животных Энн Хатэуэй. Актриса выбрала вегетарианство и сыроедение аж в 12 лет. Кажется, в сегодняшнем топе она стала одной из тех, кто раньше всего сделал для себя такой выбор. Я поражен тем, что еще ребенком она сумела понять весь вред термообработанной пищи. Причем подтолкнула ее на это та же книга, что и Натали Портман. Энн пошла еще дальше и стала активным защитником прав животных, поэтому неудивительно, что Хэтэуэй питается лишь фруктами и овощами, особенно выделяя брокколи. Кстати, друзья, посмотрите мое видео «Бомбический коктейль сыроеда». Там я тоже рассказываю про пользу брокколи и цветной капусты. Также еду Энн заправляет соусом, приготовленным из перца халапеньо. А перед сном звезда обязательно пьет 2 большие ложки оливкового масла, только холодного отжима. Оно помогает вывести из организма токсичные вещества и идет на пользу коже, потому что там содержится незаменимый витамин Е. Следующая гостья нашего топа – правильный сыроед Виктория Боня. Ведущая старается составлять рацион по всем правилам сыроедения. Такая целеустремленность и серьезный подход определенно заслуживают уважения. На завтрак зеленая гречка, которую на ночь заливают обычной водой. Обед – это салат, приготовленный из рукколы, авокадо, шпината, помидоров и семян. И ужин – это холодный суп из тыквы, измельченный в блендере, и фрукты. Она не сразу стала поклонницей такого питания, а пришла к нему постепенно. Виктория утверждает, что чувствует прилив энергии, теперь ее не мучают болевые ощущения и исчезли проблемы со сном. Она даже подумает открыть во Франции ресторан для сыроедов. Ума Турман стала сыроедкой лишь несколько лет назад, однако, по словам самой актрисы, она ни за что не променяет свой образ жизни на кусок жареного мяса. Ума отмечает, что сыроедение сделало ее самочувствие гораздо лучше, чем оно было ранее. Кроме того, актриса видит положительные изменения во внешности. Также из российских знаменитостей выделили режиссера сериала «Школа» Валерию Гай Германику.
О ее пристрастию к сыроедению поклонники впервые узнали на церемонии вручения премии Restorate Awards 2011 года. Церемония проходила в итальянском стиле, и Валерия с удовольствием дегустировала итальянские вина, а к фирменным пиццам и пасте даже не притронулась. Как выяснилось, режиссер ест только свежие овощи и фрукты и полностью отказалась от приготовленных блюд. Она считает, что такой режим питания повышает креативность нашего ума. Сыроедение приобрело достаточно широкую популярность. Среди звезд очень многие практикуют употребление экологически чистых продуктов, богатых исключительно солнечной энергией. Еще один яркий представитель сыроедения среди знаменитостей – это Орнелла Мутти. Известнейшая киноактриса неоднократно признавалась самой красивой девушкой Италии. Исполнительница около 90 ролей практикует сыроедение уже более 20 лет. Именно поэтому, как утверждают близкие и знакомые актрисы, в свои 59 лет она сохранила прежнюю стройность, красоту, блеск волос и упругость кожи. Алексей Мартынов был приверженцем здорового образа жизни еще со школы. Он никогда не курил и не употреблял алкоголь. Но вот в погоне за атлетическим телом он совершенно забыл о правильном питании. Помимо занятий спортом, он не отказывал себе в частых перекусах большими порциями. Видимо, был из тех любителей заглянуть на завтрак, обед и ужин в закусочные быстрого питания вроде Макдональдса. И к чему это привело? Уже в течение 2 лет при росте 170 сантиметров Алексей весил 120 килограмм. Поняв, что пора худеть, он начал изучать много литературы. Тогда он пришел к выводу, что полезной и эффективной диетой станет вегетарианство. Но со временем певец исключил из своего рациона еще и молочные продукты, яйца, хлеб и полностью перешел на сыроедение. Уже в течение 8 лет Алексей гордо рассказывает о своем здоровом образе жизни, правильном питании и хвастается стройной спортивной фигурой. А закрывает наш топ не менее известная в кругах сыроедов Аннет Ларкинс. Эта женщина питается сырыми продуктами вот уже 26 лет, при этом утверждает, что полна сил, жизненной энергии и легко переносит холода. В свои 69 лет она ходит на высоких каблуках и носит обтягивающую одежду, подчеркивающую ее талию в 46 сантиметров. Кроме того, уникальный феномен наблюдается в том, что волосы Аннет не седеют. Ее наследственность достаточно тяжелая. Бабушка и мама умерли от рака молочной железы, не дожив даже до 50 лет. Отец Аннет также был болен раком и сахарным диабетом. Поэтому она отказалась от мяса, позже от молочных продуктов, а затем и вовсе от термически обработанной пищи. И как утверждает Аннет, с тех пор она больше никогда не болела. Чтобы поделиться своим опытом, она выпустила несколько книг и видеоуроков на тему сыроедения. Дорогие друзья, наш топ подошел к концу. Как все мы уже убедились, разные мировые и известные звезды не просто на стороне сыроедения. Многие из них стараются достигнуть того, чтобы такой образ питания с молниеносной скоростью распространился по всему миру, помогая всем нам стать красивыми, здоровыми и долго-долго жить. Конечно, я перечислил далеко не всех известных личностей. Напишите ниже в комментариях, кого знаете вы из светского общества. Давайте пополнять список вместе. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал и обязательно посмотрите мое видео про коктейль сыроеда. Всем вам удачи, пока, а главное хорошего здоровья. Пока-пока.